Привет, меня зовут Олеся, и я прохожу путь индивидуации. Здесь я делюсь своими рассуждениями на те темы, которые раскрываются в этом процессе. Я не психолог, у меня нет претензий на академичность. Мои выводы основаны на наблюдениях и самоанализе. Иногда это может напоминать поток сознания, без очевидной общепринятой логической связи. Но именно так я работаю с архетипами и ищу новые смыслы. А ты присоединяйся к моим рассуждениям, если тебе интересно. Наблюдая за собой, я понимаю, что через меня очень ярко сейчас проявляется архетип изменений, адаптирования уже существующего под конкретную цель или под конкретного человека. Возможно, если отмотать назад, там лежит какая-нибудь ранняя травма, например, травма отвержения. И ребенок хочет изменить этот мир. Но сейчас я хотела бы построить мостик между фигурой протеста и архетипом Великой Матери. В моем случае эта фигура была развита в более позднем возрасте и сформировалась как протест против того, что я видела в детстве. Подсознательно мне хотелось это отвергнуть, разрушить то старое, что мне навязывалось, и то, что вызывало боль. Я была не согласна с этим. Этот архетип раскрывался в течение жизни разными путями. Некоторые из них я уже вывела в сознание, но уверена, что есть еще много чего, что я не вижу. Я не вижу общую картинку. Вижу ее только часть. Самым ярким проявлением стал выбор жизни, свободной от замужества. Свобода от капкана, как мне казалось, в который я видела, попадали бедные женщины и добровольно, стремясь выйти замуж и сохранить отношения, идя на любые жертвы. Так проявляется мой архетип. Этот архетип протеста. Это фигура протеста против всего того, что я видела в этом мире, что мне не нравилось, что я хотела изменить, но не знала как, поэтому оставляла только протест, без развития, до определенного момента. Сейчас в доме у меня почти каждая вещь кастомизирована. Я беру вещь и переделываю ее своими руками, либо использую старую вещь, но по-новому, не по общепринятому назначению. Сейчас у меня идет активная фаза принятия архетипа протеста и архетипа Великой Матери. Фигура протеста, протест, который призван разрушать все вокруг, протеста против реальности. Это архетип ужасной матери, еще раз повторяю. Это принцип разрушения. Протест в руках ужасной матери – это лишь инструмент, способ разрушить старое. Выводя в сознание наличие и проявление этого архетипа, стала видна его другая сторона – архетип Великой Матери. Принцип создания, продуктивности, принцип рождения всего. В глубинной психологии говорится о том, что ужасная мать проявляет себя подпольно, требуя жертв. Это так называемая жатва, сбор урожая, удобрение земли. И все это нужно для того, чтобы земля смогла родить что-то новое, что рождается в новое время или обновляется. Пока мы бессознательны, те аспекты, которые попадают в гремучий лес, в который даже страшно зайти или заглянуть, место нашей тени, этот принцип проявляется через ужасную мать, жертву. Отсюда и наше страдание. Так как чем сильнее проявляется этот архетип, тем больше урожая с нас снимают, и тем сильнее наше страдание. Великая Мать – созидание.
проявляется только тогда, когда она освещена в сознанием, выходит в сознание. Сами того не понимая, мы взаимодействуем с этим архетипом ужасной матери. Это разрушение, которое мы производим своими собственными действиями, своим отрицанием, своим протестом, насилием над собой, насилием над другими. Это отрицание себя реального, со своими ограничениями, со своими особенностями, отрицание своей непохожести на других, отрицание своих желаний, которые не совпадают с желанием большинства. Этот принцип не исходит от общества. Здесь дело не в обществе, это только на поверхности общества имеет значение. По-настоящему это разрушение исходит изнутри нас, из наших собственных запретов, собственных отрицаний. И мы являемся теми, кто собирает этот урожай в виде страданий, негатива, агрессии, аутоагрессии. Это мы сами позволяем этой обратной стороне матери проявляться через нас. Только по моим наблюдениям она вовсе не разрушает, она также созидает. Просто она созидает то, что не нравится нам. Она производит на свет то, что нас, как мы думаем, разрушает. Но она верна своему принципу, своей основе. Она создатель, она созидание. И плоды ее творений охватывают все аспекты этого мира без исключения. Все, что есть сущее, божественно. Божественно, в моем понимании, это не религиозное понятие. Божественное – это то, что существует для какой-то более высокой цели. Возможно, цели, неведомой нам. И только мы ее видим как ужасную или великую. И зависит эта интерпретация только от того, понимаем мы ее или нет. Возможно, мы даже не пытаемся ее понять. Или же мы иногда впадаем в отрицание, выпучивая глаза, крича на реальность, кидаясь, не видим себя со стороны, не видим своей собственной глупости, нежелания разобраться, вникнуть, задавать хоть какие-то вопросы. Мы все время твердим: за что мне это? И нам страшно. Мы очень боимся разрушения. Мы хотим пропустить эту фазу. Мы хотим избежать боли. Но правда в том, что без разрушения старого никогда не появится нового. Разрушение – это не зло. Это не ужасная мать. Разрушение – это всего лишь необходимый этап, благодаря которому течение жизни вообще возможно. Разрушение ночи рождает день. Разрушение вчера рождает сегодня. А разрушение иллюзий рождает сознание. Это поток жизни, который никогда не останавливается, все время обновляется. Наши страхи и отрицания тоже не могут его остановить и никогда не смогут. То, что мы можем, это только принять этот мир и его законы, уважать их и оставаться в сознании, не избегать от реальности при проявлении любого аспекта, который нам не нравится. Наше сознание – это оружие, единственное оружие против этой ужасной матери. Ужасной матери. Так мы ее окрестили. Это иллюзия зла, которую мы сами придумали, в которую поверили и которую выбрали сами же бояться. Такие мои рассуждения об этом принципе, который лежит в основе нашей жизни
принципе и архетипе Великой Матери.